Это видео о том, как мы, три девочки, поехали в Румынию на 11 дней. Это был проект Erasmus+, но о нем немного попозже. Сначала расскажем про то, как мы собирались, на чем добирались и с какими трудностями столкнулись. Обещаем, вас ждет много смеха и позитивных эмоций. Собираем чемоданы. Перекладываю с одного рюкзака в другой, потому что это побольше, везде реклама Евросоюза. Да, это она еще зонтик не берет. А здесь Таня стала тревел-блогером и решила поделиться, что надо взять с собой в поездку. Деньги. Здесь я говорю про то, что бюджет у нас был рассчитан только на то, чтобы доехать до места назначения и назад, а на какие-то дополнительные путешествия или дополнительные развлечения у нас бюджет был ограничен. Собираемся в надежде, что мы войдем в тютельку столько, сколько стоит билет. Закадровый текст, закадровый, как диктор, короче, как учили на телевидении, так и все. Здесь будет красивая я, и, скорее всего, я буду что-то говорить здесь, на этом видео. На фоне гербарий Карины. А звука не будет, Маша здесь какой-то звук добавит, а я буду просто говорить без звука. Да, я обещала вставить этот момент, и я это сделала. Огонь. Вставать в 5 утра, это трэш, но наступил наш долгожданный день отправления. Татьяна утром успевает даже посмотреть мультики. Утром мы позавтракали, и на сборы у нас понадобилось не более получаса. Сейчас будет стрём. Билеты на поезд мы заказывали онлайн, так как побоялись, что на вокзале нам скажут, что уже нет мест. Кстати, билеты недорогие. До Яс с Кишинева стоит 100 лей, это примерно 5 евро. И с Яс до места назначения, до Ватра-Дорни, мы брали тоже билет онлайн. Он стоит, правда, подороже, это 66 лей румынских, вышло 16 евро. А вы что, сова? Приехали на вокзал мы заранее, где-то за полчаса. Думали, что потребуется регистрация, что-то вроде как в аэропорту. Но по факту нам сказали, проходите внутрь, там вас просят скриншот билет. Проблем не возникло абсолютно, и в 6:40 мы уже отправились. Приходит глухонемой на шоу талантов. Приходит глухонемой на шоу талантов. Его спрашивают, что вы умеете делать? Я умею говорить. Там посмеялись где-то. Пока ждем отправления, расскажу историю, то, что мы перепутали наши места из-за того, что заказывали вчера билеты с Язда в Ватра-Дорни и запомнили места этого поезда, а сейчас мы едем на другом, и мы сейчас садимся на другие места с полной уверенностью, что мы сидим на своих местах и говорим людям: нет, это наши места, мы тут сидим. В общем, в конце концов мы перепутали места. Таня сначала села у окна, ее выгнали. В общем, да, ребята, если заказывать билеты поздно ночью, то будут вот такие последствия. Ну ничего, другие пассажиры посмеялись, и следующие 4 часа мы уже ехали на своих местах. Поезд довольно комфортный, да, спать неудобно, но есть розетки, есть раздел для мусора, есть крючки для вещей. Мы взяли билеты во 2 класс. Как потом оказалось, в 1 классе просто добавились столики. Но для нас самое главное был доступ в розетки, чтобы зарядить свои телефоны и пауэрбанк. Нам раздали билетики. Из качественной бумаги, хочу сказать. Здесь написано 23 и написано «Экспресс». Я же говорю, это Хогвартс Экспресс. Прекрасно. Все, теперь про Карину все знаем, ее паспортные данные. В целом наш путь был такой. С Кишинев мы ехали до Яс, там у нас пересадка около 3-4 часов, и с Яс до Ватра-Дорни. Но Ватра-Дорни — это не наша конечная точка. Наша конечная точка была Пояна-Негри. После 2 поездов мы заказывали такси, и к 9 часам вечера этого же дня мы были уже на месте. Мы-то позавтракали, а я нет. Ну да. Вот такие кексики, вот такие пирожки. Спасибо маме Татьяне. Творог? Прикус кекс. Карина, что ты скажешь на то, что ты овечек назвала овцами, а сама носит вот такую куртку? Алло, прием. Администрация президента. Снова момент обеда. С собой в дорогу на самом деле мы взяли немного. Бананы, пару кексиков, творожок и яблоко.
Была еще упаковка печенья, но мы их так и не открыли. Интересный влог получается. Тут мы приехали в Яссы, и оказалось, что в городе два вокзала. Наш вокзал назывался Сокола. От него отправляются два бесплатных автобуса. Первый до аэропорта, второй до центра города и до другого вокзала, непосредственно откуда был наш другой поезд. Людей было много, масочный режим здесь отменен. Это было очень непривычно для нас. Но большинство людей вышло в центре города, и мы уже небольшой компанией поехали до центрального ЖД вокзала. Довезли бесплатно, кстати, с другого вокзала. Ну, потому что это входит в стоимость билета, не Наши прибудем. главные На часах было Итак, около наши 11, следующий поезд был Сейчас 3 часа, входим. и мы решили Вот, немного в этот перекусить. вот привлекательный гастропаб. Кстати, на вокзале мы не нашли места, где можно оставить наш Снимаем багаж. видеоблог. Может, мы плохо искали, но это был большой минус для нас, так как вокзал находится рядом с центром города, там рядом есть парки, где мы могли бы погулять. Но мы сидели все это время в Маке, на Wi-Fi и пилили сторис. Да, я купила себе, конечно же, Happy Meal. Девочки, только исполнилось 18 лет. Давай, открывай же. Игрушечка, значит. Мне кажется, здесь какая-то фигня, но я очень надеюсь, что нет. Ну зачем ты порвала? Не знаю. Ну, не открывалась, позже, я здесь ускорю. Какие-то картонки. Вот тебе и, собственно, кепочка. Все понятно, очень интересно. Ничего не понятно, но очень интересно. Даже не пластмассовая. Ах да, забыла сказать, с собой в дорогу мы еще взяли апельсины. Кстати, не самое лучшее решение. Сейчас сама выучить свой апельсин. Хоть бы кто помог, Карина, только сидит и смотрит. Увидели одноразку у девочек, вот сидят за мной, а им лет 12. Таня заржала как не в себе. Это Европа. Ну, это Тебя что, не пустили, получается, через границу без родных? Да, короче, Корейцы. подходит ко мне женщина какая-то, ну, видимо, полицейская. Ну, короче, фронтиер, да, проверяющая. И она такая, да уйди, паринцы, это у меня вастры. А касса хотелось мне ей сказать. Но мы все здесь. Все, Никита, Стас, Герман. Кстати, Макдональдс сравнительно дешевле, чем в Кишиневе, чем в Молдове. Но здесь очень много людей. Да. Сложно, знаешь, обеспечить всех кормежкой. Что ты скажешь по этому поводу? Еп-еп. На вокзалах, в кассах тоже большие очереди, но мы заказали билеты онлайн, и стоять не было смысла. Мы заранее знали, что нам понадобится такси, и такси в Румынии не принимают оплату картой. Если менять молдавский или на румынский, то это лучше делать, конечно, в Молдове, а здесь курс довольно хороший с евро и с доллара. Второй поезд был немного поприятнее, но так вышло, что с Кариной у нас были разные места в разных вагонах. Так получилось, потому что мы заказывали билеты в разное время. С Таней мы заказывали вечером, с Кариной уже поздно ночью. И если вы едете большой компанией или с семьей, то мой совет заказывать билеты в одно время. Поезд был не загружен, и мы решили сесть втроем все вместе. У нас позже проверили билетики, но на места не обратили внимания, так что нам повезло. Есть также разделение по классам, первый, второй, третий. Мы взяли второй класс. Я счастлива, что я еду с девочками. Что-то горит. Таня пошла смотреть. С этого момента мы начали влюбляться в Румынию, потому что виды с этого поезда открываются очень красивые. Во время дороги нас несколько раз спрашивали, если мы из Украины, причем и в прошлом поезде, и в этом поезде. И на вокзале тоже спрашивали, если нам нужна помощь. В целом люди очень приветливые, открытые, а во втором поезде мы даже познакомились с проводником,
и одной семьей, которые как раз-таки из Украины ехали в Сербию. На дороге мы читали книжки, делали фотографии, я взяла с собой фотоаппарат, и фотографии действительно получились довольно атмосферные. Было не скучно, потому что мы были втроем, мы ехали небольшой компанией, и, честно говоря, я не знаю, что бы я делала, если бы ехала одна. Это очень забавный момент. Мы поставили телефон на штатив и хотели сделать совместную фотографию, но не учли тот факт, что поезд очень трясет. Позже мы все-таки попросили девочку-соседку сделать нам фотографию, и у нас она есть на память. Карина, что случилось? Что с тапками? Зачем ты их держишь? Я не хочу ничего говорить. Таня, расскажи всю ситуацию. Короче, голуби насрали. Пипец. Это серьезно? Да. Ой. Interesting fact. Мы двигались на север Румынии, и под вечер начало значительно холодать. Если с Молдовы мы выезжали в одних батниках, то по приезде мы надевали шапки и застегивали куртки. Еще одна остановка и выходим. Собственно, Таня сейчас спрашивает, как заказать такси на ломаном румынском, и это на самом деле очень смешно. Заказать такси нам помогла женщина-проводник, которая проверяла у нас билетики. Она же нам точно сказала, на какой станции нам нужно выходить. Опять же, напомню, что за такси здесь нужно платить только кэшем. У нас его было немного, и эта женщина нам выбила даже скидку. Нас уже встретил организатор проекта Erasmus+, и я не засняла этот момент. Собственно, сразу переходим к рум-туру. Кровать номер 1, кровать номер 2. Here, вместе с Кариной we will sleep. Собственно, Как будет Will? will. Will Таня. We'll Yep, sleep. yep. Работает на кончеклязах. А, здесь нету света. А, Не, он есть. Не, здесь нет лампочки, как он будет? Ай, ой, ой. Идет в туалет. А тут такая лампочка, чтобы все просвечивается. Будь осторожна. Она сейчас закроет полотенце. Давай я подержу, чё? А у нас... На этом наш первый день закончился. Дальше больше, дальше интереснее.